Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами хотим провести практику. Благодаря этой практике вы можете привлечь достаток и избавиться от всего плохого в самое ближайшее время. Только есть одна просьба: эту практику обязательно нужно провести до 17 января. Почему именно так и как она вам поможет, далее в этом видео. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, до 17 января обязательно бросьте щепоточки соли у порога и скажите одни волшебные слова. Это принесет чудеса, это привлечет достаток, и вы сможете избавиться от тех всех проблем, от негатива, бед, несчастий, которые у вас на данный момент в жизни. Почему именно до 17 января? Друзья, дело в том, что у нас сейчас с вами растущая луна. И 18 января в 2 часа 38 минут по московскому времени нас с вами ожидает полнолуние. Это будет первое полнолуние в 2022 году. Оно будет достаточно мощное и произойдет в знаке зодиака Рак. Поэтому эту практику мы рекомендуем провести именно по 17 января включительно. Итак, как мы с вами будем проводить эту практику? Перед тем, как сделать эту практику, обязательно сделайте уборочку в доме и помойте обязательно у порога. Желательно сделать и влажную уборочку. После этого, что вам нужно сделать? Вам нужно взять щепоточку соли и у своего порога внутри квартиры насыпать немножечко щепоточку этой соли. И тем самым вы сможете привлечь достаток, изобилие, финансовое благополучие в свою жизнь и избавиться от всего того, что вас беспокоит в вашей жизни. И когда вы возьмете щепоточку соли и посыпете порог внутри квартиры, обязательно скажите следующие слова. Это волшебные магические слова, которые помогут вам активировать соль в нужном для вас направлении. Слова звучат следующим образом. Соль святая, соль сильная, защити меня. Называйте свое имя и имена тех людей, которые с вами именно проживают. Далее нужно сказать следующие слова: от сглаза и порчи, от наговора и призора, от злого человека и от недоброго глаза. Солью порог посыпаю, счастье в дом принимаю, достаток приумножаю, бедность прогоняю, истинно да будет так. Эти слова нужно будет сказать 3 раза. После того, как вы сказали, эта соль должна у вас пролежать до полнолуния. Желательно это сделать до начала полнолуния. Эту соль нужно обязательно будет смести и уже вынести из дома или с квартиры. Постарайтесь замести эту соль не в совок, который вы потом далее будете использовать в своей жизни, а именно взять, например, салфетку или белую бумагу и желательно вынести уже с этой бумагой на улицу. Если есть возможность, то сожгите. Нет, тогда уже в мусорную урну отправьте на улице. И после этого, после того, как вы проведете саму практику, занимайтесь, бросили щепоточку соли, сказали слова и занимайтесь своими делами. Друзья, практика достаточно сильная, она эффективная, и у вас, начиная уже с 18 января, в вашей жизни начнут происходить всевозможные чудеса. Только не сидите, пожалуйста, у входной двери и ожидайте, где же произойдет чудо, или вдруг что-то произойдет такое необычайное или фантастическое. Занимайтесь своими обыденными делами. Отправили во Вселенную, отправили в космос свой посыл определенный и занимайтесь далее. И не забудьте после проведения этой практики обязательно поблагодарить Вселенную за помощь, за поддержку, за те события, которые уже совсем скоро начнут происходить в вашей жизни. Потому что Вселенная, у нее
дороги, ее пути безграничны. И только вы можете, вот, знаете, активировав, открыв ключом вот эту дверь, зайти и начать пользоваться дарами Вселенной. Пожалуйста, когда вы будете проводить практику, ни в коем случае не будьте в дурном настроении. Если вы расстроены, если у вас что-то не получается, ни в коем случае не проводите эту практику, потому что она просто произойдет некорректным образом, в первую очередь для вас и для ваших членов семьи. То есть, если вы, допустим, вы сегодня прослушали, и у вас что-то еще не получается, как-то все не то, все не так. Возможно, даже у вас сегодня нет настроения, здоровьем как-то вот не лады. Перенесите на другой день. То есть, благо еще есть время, и вы можете провести это в другой день. А в другой день прямо с утра возьмите, не сделайте уборочку и сразу же займитесь проведением этой практики. Вы увидите, как в вашей жизни начнут происходить те изменения, те чудеса, возможно, которые вы не ожидали. И эти чудеса начнут происходить таким образом, что, возможно, вы сами и ваши члены семьи будут удивлены. Кроме того, если вы проживаете семьей, то, пожалуйста, не зацикливайтесь на том, что именно это должно прийти к вам в руки. Возможно, вашему мужу, возможно, вашим внукам, возможно, еще какие-то как-то события будут происходить. Не зацикливайтесь на том, что, например, вы только получаете пенсию или вы только получаете зарплату, и больше ничего не может быть в вашей жизни. Если вы так думаете, то, к сожалению, Вселенная так и вам будет с вами так же самое поступать. Поэтому, когда мы говорим о практиках, мы говорим о том, что вы в первую очередь посылали вот эти потоки в космос, во Вселенную, с пониманием того, что то, что вы делаете, вы, во-первых, верите, как вот волшебник, он это делает, и он знает, что у него обязательно это получится. И уже высшие силы, ваши ангелы-хранители, они помогут вам в этом. Только не зацикливайтесь. Очень бывает еще такая проблема у людей, у многих людей, неоднократно встречали, что вдруг какой-то звонок, или кто-то стучится в дверь, предлагает работу, или предлагает что-либо сделать, возможно, не оговаривая даже первоначально что-либо о деньгах. Но человек сразу говорит слово «нет». Нет, я не буду это делать. Вместо того, чтобы сказать, давайте будем делать, будем пробовать, у нас обязательно все получится. Нет, я не буду это делать, у меня это не получится. Или вы приходите на работу, и генеральный директор подписывает новый интересный контракт. И он знает, то есть ему высшие силы уже его направили, что именно вы сможете реализовать те или иные пункты контракта, и вы сделаете это качественно и профессионально. Но вы сразу начинаете устраивать истерики, что у вас ничего не получится, что у вас нет опыта, знаний и так далее. А как же вы его наберете, если вы сразу ставите себе ограничения? Поэтому, девочки, мальчики, ни в коем случае так не делайте. Говорят, делаем. Вы думаете, что у вас не хватит знаний и опыта? Все у вас хватит. Как минимум у вас есть интернет. Кроме того, у вас есть коллеги по работе, с которыми вы можете посоветовать. Да, вам принимать решения. Вы несете ответственность. Но вы можете спросить у одного, второго, третьего, пойти к генеральному или к директору, или к начальнику отдела. С ними еще обсудить какие-то, возможно, мелкие детали. Возможно, еще что-либо. Возможно, вам нужно самим подсчитать, изучить. Сделайте же, вы же хотите получить результат или не хотите. Поэтому, пожалуйста, не зацикливайтесь, не думайте о том, что только вот так и никак иначе. Уважаемые наши слушатели и подписчики, это проблема многих людей, к сожалению. И пока люди вот так вот будут мыслить, думать, практики, они очень сильно помогают. Они, знаете, вот дают вот сильный толчок. Вы знаете, как вот ток электрический они дают человеку, чтобы человек начинал двигаться, делать, звонил, общался. Но человек как в скорлупке, вот закрывается, и ничего нельзя с ним поделать. При этом появляются возможности, при этом те возможности, которые до этого не были никоим образом. Но человек ни в какую не готов ни стремиться, ни делать, ни осуществлять. Поэтому, пожалуйста, мы все волшебники. Если вы прослушали до этого момента видео, значит, вы заинтересованы в результате. Значит, вы хотите, чтобы в вашей жизни все получалось. И мы уверены, мы знаем, что у вас все получится. Вы думаете, будет легко? Нет, легко не будет. Почему? Потому что для вас это новый опыт. Вспомните себя в 1 классе, когда вы пришли
за парту вас посадили, сначала пытались учить вас буквы, потом цифры, или цифры, потом буквы, потом вас заставили писать, потом начали читать. Вы сразу в первый класс, придя, начали читать и осознавать, считать математику и так далее. Нет, вот так и в жизни. Поэтому, пожалуйста, не зацикливайтесь и не думайте, что у вас ничего не получится. У вас все получится. Если вы пришли на наш канал, на канал Эзотерика для тебя, значит, вас привели сюда высшие силы. Они знают, что именно в данный момент, в данную секунду вам нужно это просмотреть, прослушать, принять для себя определенные выводы и решения и двигаться дальше. Друзья, мы вас всех любим, ценим и надеемся, что наши советы, наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, у нас много полезной, важной, интересной и нужной информации. Ставьте лайк и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Возможно, это видео для кого-то станет толчком к новому развитию и к новым свершениям.